Добрый день. У нас сегодня с вами лекция номер 5. Ранее мы с вами рассматривали в рамках раздела «Кинематический анализ рычажных механизмов» метод планов или так называемый графоаналитический метод. Этот метод достаточно точный, но при этом сильно трудоемкий. И существует другой метод, так называемый метод графический метод, или по-другому графическое дифференцирование интегрирование, которое позволяет получить скорость и ускорение сразу для всех положений, но при этом только для конкретной точки или для конкретного звена. Рассмотрим на примере кривошипно-ползунного механизма. Как используется данный метод. Вот у нас кривошипно-ползунный механизм, состоящий из кривошипа первого звена, шатуна второе звено и плюс ползун. Да? То есть на входе у нас ведущим звеном является кривошип. Это мы видим с вами по стрелочке, которая подписана омега-1, угловая скорость первого звена. Тем самым нам говорят, что у нас ведущее звено вращается равномерно, без ускорений. Вот. И с использованием графического метода мы с вами сегодня попробуем найти скорость и ускорение точки B, принадлежащую третьему звену. Ползуну. Для этого мы должны измерить перемещение нашей точки в каждом из положений. Мы берем с вами движение кривошипа по круговой траектории, разбиваем на 12 положений и прочерчиваем наш механизм во всех этих 12 положениях. Я показал весь механизм в верхней части положений, от 6 точки до 12, а не показываю вам от 1 точки до 5. Почему? Потому что здесь мы видим абсолютную симметрию. Если я сейчас покажу все шатуны во всех положениях, это будет затенять немножко наш чертеж. Вот. А положения точки B будут совпадать. Например, для 11 положения точка B будет занимать 11 положение будет занимать точно такое же, как и в первом положении, 10 как во втором, 9 как в третьем, 8 как в четвертом, 7 как в пятом, 6 это крайняя точка. Напомню еще разочек. Две точки у нас характерные присутствуют в движении ползуна. Называются они верхняя мертвая точка и нижняя мертвая точка. Самое дальнее положение от точки О1, это верхняя мертвая точка. И самое ближнее от точки О1 это нижняя мертвая точка. То есть вот две такие очень характерные точки. Разница расстояния между этими точками – ход поршня. Вот это расстояние HB – это ход поршня. Ну и, собственно, от нулевой точки давайте мы покажем все перемещения точки B. Ну, во-первых, вот это вот самое первое, да. Я тут пишу S1. Вы должны понимать, что это же самое расстояние будет для 11 положения. Дальше пишу перемещение S2. И это перемещение у нас также для 10 положения. Ну и, собственно, дальше у меня будет перемещение S3. Еще одно S4.
И осталось мне поставить еще S5 перемещение, да? Значит, вот, соответственно, все я перемещения поставил. S5. Графический метод основан на очень простом принципе. В сущности, графическое дифференцирование – это не что иное, как обычное численное дифференцирование, но с использованием определенных инструментов. Вот давайте посмотрим, что такое численное дифференцирование. Есть у нас некий график перемещений, зависимость от времени. И на этом графике перемещений мы знаем, например, замеряем две точки. Первую и вторую. Первую и вторую. Соответственно, разность перемещений между первой точкой и второй – это дельта S. А время, разность времени, дельта T, это разность между временем первого положения и второго положения. В сущности, мы с вами получили не что иное, как вот такой вот треугольник, да, достаточно простой треугольничек. А дельта S к дельта T это не что иное, как если мы как можно ближе будем приближать эти два положения друг к другу. Соответственно, дельта S к дельта T стремятся к бесконечно малым изменениям, да, и это даст нам не что иное, как скорость дельта S к дельта T. В то же время дельта S к дельта T это не что иное, значит, есть у нас вот этот вот участок дельта S, а есть вот этот участок дельта T, да? Вот, это не что иное, как тангенс угла альфа. Вот этого угла альфа. Этот угол альфа и является ключом к графическому дифференцированию. Ну, давайте попробуем построить те самые диаграммы графического дифференцирования. Для этого мы проводим вертикальную линию. На этой вертикальной линии у нас будут располагаться оси ординат трех графиков. Ну, какие три графика мы с вами будем строить? Во-первых, естественно, перемещение точки B, скорость точки B и ускорение точки B. Вот наши три графика, которые мы с вами обязаны построить. Первый график или первую диаграмму мы обозначим как S в метрах. S в метрах. Перемещение. Построим к этой оси перпендикулярную ось абсцисс. По этой оси мы с вами проведем время, отложим с вами положение. Ну, есть у нас, естественно, нулевое, ну и пронумеруем их. Первое положение, второе положение, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, 10, 11 и 12. Первый график необходимо построить. В каждом положении строим перемещение нашей точки. От нулевого до шестого положения я построил график. От 6 до 12 положения я строю просто симметричную кривую относительно оси шестого положения.
В общем-то, как и здесь я не показывал шатун, да, мы уже понимаем, что S1 равняется S11 и так далее. Это нам позволяет достаточно быстро построить оставшуюся часть графика. Значит, мы просто с вами его отображаем. И вот он приходит в 12-ю точку. Во-первых, проводим так называемые хорды. Хорды, которые соединяют точки на графике. Ну, например, вторую с третьей, третью с четвертой, пятую с четвертой, да? Шестую с пятой. Давайте мы их покажем. Хорды не будут совпадать с графиком, они будут проходить либо чуть ниже, либо чуть выше. Вот. Но тем не менее, вот такие вот хорды мы с вами на графике провели, да? Секущие линии. Построим еще один график. По оси абсцисс проведем также значение φ и t. Построим вот такие вот линии, которые будут нам показывать, что мы график строим в проекционной связи с предыдущим графиком. Также пронумеруем первая точка, вторая точка, третья точка, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10, 11 и 12 точка. По оси ординат поставим обозначение скорости метров в секунду. И слева от нулевой точки поставим дополнительную точку под названием полюс диаграммы скорости ПВ. И от этого полюса мы будем проводить линии, параллельные хордам на первом графике. Ну вот первая хорда у меня присутствует, да. То есть я взял вот такую вот линию параллельную, перенес в точку полюса и нарисовал ее до пересечения с осью ординат. Нарисовал первую. Далее у меня пойдет вот такая вот линия. Нарисовал вторую. Ну, давайте вот так мы ее обозначим. Далее у меня пойдет третья линия. Нарисовал третью линию. Еще четвертая пойдет вот так вот. Ну, у меня все будет немножечко не точно, условно. Вы же, естественно, будете проводить это все очень точно, все эти построения на курсовом проекте, на лабораторочках. Далее у меня идет пятая хорда. Она пошла чуть ниже, где-то вот так она пошла. Где-то она вот там пошла. Давайте я ее помечу. Ну и шестая вообще более пологая. Ну, может быть, даже положе, чем первая, да? То есть вот я все 6 линий провел. Теперь надо понять, куда будут приходить эти хорды. Эти секущие линии. Значит, когда мы с вами писали дельта S на дельта T, мы по большому счету не учитывали, что характер нашей кривой между двумя точками, которые мы брали, там первую и вторую, значит, характер кривой может проходить даже вот так. Мы же с вами, когда вычисляли дельта S, дельта T, мы брали некий треугольник. В котором гипотенуза, это естественно обычная линия, и вот этот уголочек альфа, вот, мы получили для некой осредненной линии. То есть вот тангенс альфа нам показывает дельта S к дельта T, показывает некую осредненную линию. Поэтому скорость на каждом участке у нас получилась осредненная. А раз она осредненная,
Значит, ставить мы эту скорость будем каждый раз. Каждый раз. В середине участка. В середине участка. То есть, что я делаю? Я беру середину участка 0,1 и соединяю вертикальной линией с горизонтальной вот эту вот точку на оси ординат. Первую. Вот получил первую точку. Раз. Дальше поехали. Вторая точка. Где-то она у меня вот здесь. Где-то она у меня вот здесь. Да, опять середину второго участка. Третий. Снова соединяем середину третьего участка. И так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Четвертое. Вот тут у нас пройдет пятое. Вот тут у нас где-то пройдет шестая. Соединить полученные точки плавной кривой. Вот мы их соединяем. Ну, у меня получилось не точно. Если вы будете строить все очень аккуратненько, у вас будет достаточно такая гладкая кривая. Вот. Ну, что получилось, то получилось. Значит, что делать с оставшейся частью графика? Если у вас есть график определенный, который имеет максимальное значение, то из математики нам с вами известно, что вот это максимальное значение нам на первом дифференциале даст какую точку? Точку 0. Точку 0. То есть, если у нас есть минимальные и максимальные значения, то вот здесь у нас будет точка 0. Если там будут минимальные значения, тоже будет точка 0, но характер кривой с какой стороны будет подходить? Здесь нам хорды показывают, что график скорости располагается выше нуля, соответственно, будет подходить к этой точке сверху. А здесь хорды будут идти вниз. И, соответственно, этот график после этой точки продолжится вниз. То есть, вот в точке 6 мы с вами видим типичную точку максимальную, да, нашего предыдущего графика. Значит, вот тут вот у нас в шестой точке мы будем проходить графиком скорости через точку 0. Данная кривая и данная кривая между собой подобны, но от нулевого до шестого участка наша кривая шла вверх, а от шестого участка до 12 кривая перемещения шла вниз. Что это значит? Что после шестой точки до 12 точки вот этот график повторится, но он будет симметричен относительно точки 6. Соответственно, вы можете там в компасе это построить командой симметрии относительно точки, да, а я просто вот так вот пририсую. Вот у меня что-то такое вот в результате получится. Специально пока не довожу до 12 точки. До 12 точки, вот где-то на 11, на 11,5 я остановился. И здесь от нас требуются некоторые размышления. Давайте посмотрим внимательно. Наш кривошип, перемещаясь по своим положениям, начиная с нулевого, проходит все положения и возвращается в это же положение. Но мы его подписали как 12 положение. Что это означает? Это означает, что наш механизм прошел полный цикл. Полный цикл. И этот цикл показывает нам, что нулевое и 12 положение для кривошипа совпало. И в то же время для точки B нулевая и 12 точка тоже совпали. А что это значит, если мы посмотрим на наш график? Это значит следующее. Мы к точке 0 и 12 подходили с вами
с разных сторон. То есть вот тут у нас была точка 1, вот тут у нас была точка 11. Ну и я просто подрисую к этим точкам наш график. Вот он подходил с этой стороны. Вот. И здесь наш график подходил с этой стороны. На 0,5 мы с вами свою работу при графическом дифференцировании закончили. Раз это у нас одна и та же точка, и значения перемещений в этой точке совпадают, и они равны в данном случае равны нулю, то что нам остается сделать с вами? Продолжить проход через вот эту точку нашего графика. Тем самым я вам показываю, что эта кривая прошла через 0. Ну и, соответственно, вот здесь я могу подрисовать окончательно нашу кривую. Важные замечания. Графическое дифференцирование – метод приближенный. На самом деле, этот метод позволяет достаточно быстро получить характер кривой, да, характер скорости. Что еще важно заметить? Естественно, эти графики у нас выполняются с использованием так называемых масштабных коэффициентов. Поэтому давайте мы их запишем. Потом еще дорисуем график ускорения. Давайте мы их запишем. Значит, какие же у нас используются масштабные коэффициенты? Ну, первый, самый простой масштабный коэффициент – это масштабный коэффициент времени. Значит, либо у нас там давалось число оборотов. Я уже вам рассказывал для практики, когда практику или курсовой объяснял. Вот. Ну, у нас, например, есть число оборотов первого звена, обороты в минуту. Есть такое обозначение угловой скорости. Через вот это число оборотов мы можем получить время, полное время цикла. Чему оно будет равняться? 60 деленное на n1. Как число оборотов связано с угловой скоростью, которая в данном случае нам задана? Все очень просто. Омега-1 равняется не что иное, как 2π деленное на t. По аналогии с перемещением линейным. Если скорость — это всегда, только что мы написали, скорость ds по dt, то, соответственно, угловая скорость — это перемещение, а у нас здесь полный оборот, то есть 2π, деленный на время, то есть все то же самое. T, вот такое обозначение говорит о том, что мы видим с вами не просто время, а время полного периода рабочего цикла. То есть заглавные T обозначают полное время периода рабочего цикла. Значит, ну, теперь нам остается только это преобразовать, и мы с вами получим 2π n1 деленный на 60. Секунду минус 1 мы получили. Секунду минус 1. Здесь в секундах. Вот такие формулы. Так как они нам помогут посчитать масштабные коэффициенты? Значит, если у нас есть время, мы берем вот это расстояние. Ну, давайте мы его обозначим как x. Это расстояние как x. И найдем масштабный коэффициент. μt равняется чему? Время полного цикла, деленное на вот это расстояние x. Вверху у нас секунды, внизу у нас миллиметры. Вот первый масштабный коэффициент для оси абсцисс мы с вами получили. Далее мы также можем получить μφ для угла. Что мы делаем? 2π делим на x. Вверху у нас радианы.
Внизу у нас миллиметры. Еще один масштабный коэффициент получили. А кроме этого мы с вами получим масштабный коэффициент перемещения. Чему будет равняться? Расстояние HB. Мы с вами разделим на некую величину y. Где эта величина y? Вот она, наша величина y на нашем графике. Получим вверху метры, внизу миллиметры. Масштабный коэффициент для скорости μv равен масштабному коэффициенту перемещения, деленный на масштабный коэффициент времени. И внизу мы еще пририсовываем HPV. Получим масштабный коэффициент метры в секунду, деленные на миллиметры. Метры в секунду, деленные на миллиметры. HPV – это расстояние до полюса. Вот это расстояние HPV. Теперь давайте построим диаграмму ускорений. Задаем некий полюс. Ну, пусть будет примерно на таком же расстоянии. Точка P, W. Замеряем секущие между точками, которые мы с вами только что получили на графике скорости. Вот между именно этими точками мы проводим секущие линии. Да? То есть точно между ними. Вот между этими точками. Проводим секущие линии и переносим их параллельно в точку полюса на графике ускорений. W метры в секунду. Берем секущую или хорду, проводим через полюс. Получаем первую линию. Получаем для этой первой линии, она же опять у нас будет средняя, поэтому между 0,5 и 0, где-то вот на 0,25 мы ее первую проводим. Вот так она у нас получится. Первая линия. Первую точку получили. Дальше у меня пойдет вот такая вот хорда. Я ее переношу в полюс. Она у меня где-то пройдет вот так. Значит, соответственно, она между точками 0,5 и 1,5. Соответственно, средняя попадет как раз точно на единичку. На первое положение. Вот получил вторую точку. Значит, третью линию провожу. Она более пологая. Соответственно, она получится вот где-то здесь. Так, это была вот эта. Теперь еще одна. Она еще более пологая. Вот получу ее где-то вот так. Ну и опять мы можем с вами говорить о том, что у нас третья точка, 3,5 точка, это максимальное значение. Да, это получилась так называемая точка экстремума. И, соответственно, она проходит как раз между третьей и четвертой. То есть, вот где-то здесь она проходит. Ну и пошли вниз. От этой точки сюда у нас идет вниз. Получается, для четвертой мы попадем вот куда-то сюда. Вот где-то здесь у нас будет точечка. Между 4,5 и 5,5 у меня пойдет где-то вот так вот. Примерно. И мы попадем в пятую точку. Вот. И между 5,5 и 6. Еще проверим. И вот так она должна идти. Да, ну где-то вот так она у меня вот и получилась. Конечная точка. Да? Попадающая в шестую. Вот что мы с вами получили. Давайте мы это все соединим.
получили вот такой не очень точный график. Но когда вы будете строить это все, используя средства компаса, у вас получится более точный график. Ну, а что мы делаем после шестой точки? У нас опять симметрия. Опять симметрия, в данном случае уже будет симметрия относительно вертикальной линии. И нам достаточно просто взять и симметрично построить похожий график. Да, то есть вот что-то такое получится. Вот что-то такое получится. Ну и осталось нам поставить масштабный коэффициент нашего графика ускорений. Есть у нас вот это расстояние HPW. По нему мы считаем масштабный коэффициент ускорения. µv на µt умножить на HPW. Измеряется в метрах в секунду в квадрате на миллиметрах. Делим на миллиметры. То есть для того, чтобы сейчас получить значение скорости ускорения для точки B, что мы с вами должны будем сделать? Взять какой-то отрезок, ну в данном случае вот я хочу взять отрезок в 4,5 положении, да? Вот. И у меня это будет v 4,5, чему будет равняться масштабный коэффициент скорости, умноженный на вот этот отрезок. Давайте мы его обозначим как АБ, например, да? На АБ. Вот мы получим скорость в метрах в секунду. Отрезок надо измерять, естественно, в миллиметрах. Здесь, предположим, я захочу узнать значение скорости во втором положении. Я опять беру какой-то отрезочек, замеряю его, замеряю отрезок, пусть назовем 2 штриха, вот так вот. Вот. И опять ускорение во втором положении, чему будет равняться масштабный коэффициент ускорения, умножить на отрезок 2 штриха. Вот такой отрезок. Опять получим метр в секунду в квадрате. Вот, собственно, в чем заключается метод графического дифференцирования. Обратите внимание, я опять не довел до 12 и нулевой точки. Опять мы помним с вами, что это у нас цикл, поэтому мы просто как будто бы соединяем их, да, то есть вот положение у меня будет в нулевой, в точке 0,25 где-то вот здесь, и, соответственно, мы вот эти вот две точки соединяем между собой. Получаем в 12 положении. Здесь аналогично проводим. Вот как-то так. Значит, графическое дифференцирование – это когда мы с вами строим от перемещений к ускорениям. Графическое интегрирование с точностью да наоборот. Рассмотрим подраздел 2.6 «Аналитические методы». Но прежде чем разобраться с аналитическими методами, нужно разобраться с неким понятием кинематические передаточные функции или аналоги скоростей ускорений. Опять-таки возьмем в качестве примера кривошипно-ползунный механизм. Для данного механизма нам известно, задано ведущее звено первое и задана угловая скорость первого звена. Она является величиной постоянной. Следовательно, мы можем сказать, что координата точки B является некой функцией, зависимой от изменения угла поворота кривошипа. Ну и, собственно, мы с вами совершенно спокойно можем записать следующее выражение. Скорость точки B равняется dxb, деленное на dt. Добавим в это выражение dφ, деленное на dφ. Преобразуем это выражение, поменяем местами dt из dφ. И получим, что dxb, деленное на dφ, умножить dφ умножить на dt.
Что такое dφ, деленное на dt, вы все знаете. Это угловая скорость. Как раз того самого первого звена. Да? Первого звена. Ну, давайте вот добавим сюда первое звено. Обозначение. Соответственно, выражение dxb к dφ1 является той самой кинематической передаточной функцией. Или по-другому аналогом скорости. vqb равняется dxb, деленное на dφ1. Правильная запись математическая, по-другому это еще называется частная производная, записывается вот таким значком d. dxb, деленное на dφ1. Ну и тогда скорость точки b равняется аналог скорости умножен на омега-1. Все понятно, ничего сложного нет. По аналогии для ускорения. WVB равняется dVB на dt. Выделим опять аналог ускорения. И тогда ускорение точки B равняется аналог ускорения умножить на омега-1 в квадрате. Подраздел 2.6.2. Аналитический метод определения кинематических передаточных функций. Только что мы ввели с вами понятие аналог скорости и аналог ускорения. И попробуем эти два понятия применить в описании как раз аналитического метода. Значит, нам по-прежнему дан кривошипно-ползунный механизм. В этом механизме мы знаем с вами две длины звеньев. Это длина кривошипа и длина шатуна. Обозначим их как ОА или по-другому как R, а Б как L. Да? И введем понятие относительной длины. Лямбда равняется L, деленное на R. Опишем с вами координату xb уравнением. ОА умножить на косинус φ плюс АБ умножить на косинус кси. Вот здесь у нас будет уголочек φ. А вот это вот будет уголочек кси. Ну и после того, как мы все это преобразуем, мы получим вот такое вот выражение. R умножить на косинус φ плюс лямбда умножить на косинус кси. В то же время мы понимаем, что вот координата точки А, мы можем привести ее к следующему выражению. R умножить на синус φ. Или по-другому L умножить на синус кси. Отсюда синус кси будет равен синус φ, деленное на лямбда. В то же время косинус кси мы можем тоже выразить через синус. Преобразуя, получаем преобразование через угол кси. И преобразуя, получаем такое преобразование через угол φ. То есть все приводим к углу φ. Все изменения координат. Ну и соответственно, если мы после того, что здесь написали, подставим вот в это выражение, мы получим координату точки B как r умножить на косинус φ плюс корень квадратный лямбда в квадрате минус си в квадрате от угла φ. Соответственно, если мы с вами рассмотрим аналог скорости по dφ1, в данном случае мы просто обозначали dφ, получим вот такое вот выражение. Продифференцируем, получим вот такое выражение. Ну и то же самое с ускорением, получим более сложную формулу. Но чем хороши эти формулы? Они как раз и хороши тем, что их можно запрограммировать на вычислительной технике, да, и достаточно быстро получать перемещение, скорость и ускорение точки B. Вот вам использование кинематических передаточных функций. Ну а мы уже знаем, что полученные передаточные функции мы с вами можем подставить формулы для вычисления полной скорости нашей точки B, да, VQB, умножить на омега-1. И ускорение точно так же. VB равняется WVQB умножить на омега-1 в квадрате. Вот
Аналитические методы чем хороши? Их можно хорошо адаптировать к вычислительной технике, запрограммировать, получать точные значения скорости и ускорения в конкретных положениях механизма. В отличие от графического метода, графического дифференцирования, этот метод дает нам точные значения скоростей, аналога скорости и аналога ускорения, которые мы привязываем к скорости ведущего звена и получаем точные значения скорости ускорения точки B. Рассмотрим еще один пример аналитического метода. Метод модульного векторного моделирования. Мы видим с вами, например, кривошипно-ползунный механизм. Его можно представить в виде замкнутого векторного контура. Замкнутый векторный контур можно описать аналитическими выражениями, примерно такими же, которые мы видели в предыдущем подразделе. Но и главное здесь то, что вот эти вот математические зависимости, их не так уж много. И вот таких вот векторных замкнутых моделей, например, для пространства, для плоскости можно выделить 4 так называемых стандартных модуля, а для пространства 20 так называемых стандартных модулей. Ну и отличаются они друг от друга, то есть они используют одни и те же аналитические выражения, вот, но отличаются они друг от друга так называемым списком функций. Вот для векторной модели, которая описывает кривошипно-ползунный механизм, что нам в данном механизме неизвестно? Неизвестно положение звена 2 шатуна, и понятное дело, что это, так сказать, выражается неизвестным углом для второго звена. Ну а в векторной модели это неизвестный угол второго вектора. И то же самое для точки B, да, мы не знаем вот эту вот координату. В векторной модели мы не знаем длину вот этого вектора. В результате мы получаем некий модуль, который описывает решение системы уравнений. В данном случае два уравнения для плоскости. И можем найти два неизвестных. Получается своего рода как бы черный ящик. На входе у черного ящика изменение аргумента модели, а это изменение угла поворота кривошипа. А внутри производится расчет и получаются две вот эти вот неизвестные. Ну, естественно, они точно так же дифференцируются, как мы показывали в предыдущем подразделе. Может это производиться дифференцирование по передаточным функциям, по точным формулам. Для одноаргументной модели, для многоаргументных моделей используется численное дифференцирование. Другой пример. Мы берем с вами механизм четырехзвенника. У нас на входе есть у входного звена изменение угла поворота кривошипа. А неизвестный у нас угол поворота второго звена и третьего звена. В векторной модели это две неизвестных, те же самые углы. Ну и опять-таки записывается вот такая вот простенькая запись. На входе аргумент модели является угол поворота кривошипа, а используется модуль с двумя неизвестными: угол поворота второго звена и угол поворота третьего звена. Все это заложено в программу под названием GDAM, вот, и позволяет достаточно быстро и оперативно рассчитывать всевозможные механизмы, в том числе многоконтурные и так далее. Помянул свою программу GDAM, не могу не помянуть, не конкурентов, а альтернативные программы, которые гораздо, может быть, мощнее, чем программы, разрабатываемые мною, да? Ну, например, универсальные механизмы: Adams, CATIA, SolidWorks, Autodesk Fusion, Compass, APM WinSlider.
То есть многие из этих программ имеют возможности, которыми не обладает GDAM. Вот. Ну, они относятся, как правило, к классу более тяжелых программ расчета механизмов. Есть программы простенькие. Autodesk Force Effect. Autodesk. Force Effect. Они, такого рода программы используются, ну, Autodesk Force Effect, если честно, это программа расчета по сопромату, а Autodesk Force Motion это как раз вот ТММшная программа Force Motion. Очень удобно. Почему? Потому что ее можно запустить в обычном Android телефоне или планшете и попробовать там смоделировать какой-нибудь механизм. Посмотреть, как он двигается, какие параметры получаются. Но это очень легенькие программки. Вот то, что касается аналитических методов. К сожалению, методов очень много, и не хватит нам никакого лекционного времени, чтобы рассказать про каждую программу. Поэтому, естественно, это все вам для самостоятельного изучения, хотя бы ознакомления. Раздел номер 3. Кинематический анализ зубчатых передач. Зубчатая передача – это движение за счет зацепления зубьев. Рассмотрим классификацию зубчатых передач. Есть простые зубчатые передачи. Это передачи, у которых оси колес в пространстве неподвижны. И бывают так называемые сложные или сателлитные зубчатые передачи, в которых есть колеса, оси которых в пространстве перемещаются. Ну, давайте прежде всего рассмотрим простую зубчатую передачу. Вот она приведена на доске. Мы видим с вами два колеса. Эти колеса могут называться шестерни, могут называться колеса. Как правило, если мы видим в зацеплении два колеса, одно маленькое, другое большое, вот маленькое называют шестерней, а большое называют колесо. Два колеса вращаются на неподвижных осях О1 и О2 и находятся вот в этом месте в зацеплении. То есть здесь зубчик одного колеса, зубчик первого колеса толкает зубчик второго колеса. Но, как правило, изображение зубчиков не рисуют, а рисуют просто круги в контакте. Ну и, собственно, понятное дело, если два колесика зацепляются зубьями друг за друга, одно, предположим, начинает вращаться, и, соответственно, начинает вращаться другое колесо. Вот этот вид колес, как правило, не применяется. Почему? Потому что существуют более сложные передачи, и если мы наложим такое изображение друг на друга, мы иногда не сможем увидеть структуру этих зубчатых передач. Поэтому, как правило, зубчатые передачи рисуют на виде сбоку. И что мы здесь с вами видим? Ну, мы видим прежде всего первое колесо, его стеночку, как будто мы вот взяли и вот так разрезали наши колесики, да, и получили вот такое вот изображение. Это реалистичное чертежное изображение зубчатого колеса. Ну, я так думаю, вам более-менее тут все понятно. То есть, что мы видим? Мы видим само зубчатое колесо сверху до низу, вот, так сказать, это изображение. А во втулочку этого зубчатого колеса вставлен вал. Мы видим некие пустые вот пространства сверху и внизу. Это место, где располагаются зубчики. Это место называется венец зубчатого колеса.
То есть вот по периметру колеса идут зубчики, и когда мы их разрезали, мы как раз попали в то место, где зубчики имеют, ну, мягко говоря, впадинку, да, то есть вот так вот между зубчиками мы попали. Вот, мы видим часть наших зубчиков. Вот это место называется как раз венец. Венец. Ну и видим, что вал некой шпонкой жестко скреплен со втулочкой нашего колеса. Соответственно, этот же вал находится в подшипниках, а подшипники находятся в какой-то опоре для данного колеса. Понятно, что все время так рисовать будет очень непроизводительно, поэтому при рисовании схем зубчатых передач переходят к более простому изображению. Вот есть у нас стенка зубчатого колеса, мы ее изображаем одним отрезочком сверху донизу, вот отсюда до сюда. Вот нарисовали отрезок. Венцы изображаем перпендикулярными двумя небольшими отрезками. Вал изображаем дополнительным отрезком, проходящим через центр нашего колеса. А крестик означает, что этот вал жестко зафиксирован, составляет единое целое с данным колесом. Вот, крестик мы здесь нарисовали. Здесь у нас некая шпоночка, вставленная в паз вала и втулки колеса. Вот. А здесь мы просто рисуем небольшой крестик на месте пересечения вала и стенки нашего зубчатого колеса. Ну и вместо того, чтобы рисовать сложную опору вместе с подшипниками и так далее, здесь рисуется упрощенная опора, внутри которой втулки этой опоры вращается наше колесо. Еще разочек. Здесь у нас некая втулка, внутри которой располагается вал. То есть вы должны это прекрасно понимать. Вот это упрощенное изображение некоторых сбивает с толку. Втулка, две щечки втулки и вал. Да, то есть мы разрезали втулочку, вот так вот втулочку. И увидели упрощенное изображение вала и втулку, верхнюю и нижнюю ее часть. Ну и осталось мне здесь поставить нумерацию. Первое колесико. Как вы видите, вот есть такие окна облегчения на колесе, их никто на схемах, естественно, не показывает. И второе колесико. И еще очень важно понимать следующее. Вот здесь мы видим венец вверху, венец внизу, да, то есть у нас зубчики идут по периметру. Разрезали, увидели верхний и нижний венец. И этот же венец является венцом второго колеса. Понятное дело, что они находятся в зацеплении. В некоторых учебниках, в некоторых схемах вы можете увидеть вот такое изображение. Оно тоже верное. Но мы специально показываем на схемах, что один венец входит в зацепление с другим. Почему? Потому что иногда бывают вот такие вот изображения зубчатых колес, которые находятся в разъединении. То есть иногда их показывают как в зацеплении, но бывают и другие, которые, предположим, в коробках передач так показывают, что они разъединены. И когда мы преобразуем некую передачу, вот, они сходятся. Вот. Поэтому вот такое изображение, пожалуй, менее информативное, что ли. Можно понять, что они в зацеплении, а можно понять, что они разъединены. Вот. Поэтому, как правило, будем рисовать с вами только вот такие вот соединения. Значит, вот она простая передача. А для нее есть очень важный параметр. И этот параметр очень важен для всей кинематики зубчатых передач. Называется этот параметр передаточные отношения. Чему равняется передаточное отношение? Во-первых, он обозначается И.
Во-вторых, индексы у этого И1 и 2 означают, что мы передаем движение от первого к колесу ко второму. И вот это передаточное отношение равняется отношению угловых скоростей наших двух колес. Данное передаточное отношение написано для расчета простых передач. Для сложных передач, для сателлитных у нас будут другие передаточные отношения. Но вот для простой передачи оно выражается очень просто. Ну и понятно, если здесь я написал угловые скорости, мы можем угловые скорости записывать как угловые скорости в секундах в минус 1, радиан, деленный на секунду. Или же мы угловые скорости можем записывать как число оборотов. Поэтому здесь написано или омега-1, деленное на омега-2, или n1, деленное на n2. Можно и так записывать. Ну и представлена еще перед нами сателлитная передача. Чем же она отличается от простой передачи? У нас есть колесико 1. Колесико 1 вращается вокруг неподвижной опоры У1. Вращается вокруг неподвижной опоры У1. И приводит в движение колесико 2, которое такой опоры не имеет. Но чтобы вот с нашего первого колесика второе не упало, оси этих колес связаны между собой звеном, который обозначается буковкой H и называется водила. Водила. Первое колесо называется центральное. Первое колесо называется центральное. Второе колесо называется сателлит. И присутствует еще звено под названием водила. Когда мы все это посмотрим с вами на изображении сбоку, мы увидим два колеса, находящихся в зацеплении. Мы увидим валы этих колес. И мы увидим, что вал колеса сателлита находится во втулочке водила вот этого звена. И посмотрите внимательно, это звено выходит в свою собственную опору. Продолжим классификацию зубчатых передач. Первое. Классифицируют зубчатые передачи по форме зубчатого колеса. Бывают с параллельными осями, тогда это называется цилиндрическая передача. Далее есть у нас зубчатые колеса с пересекающимися осями. Например, такие присутствуют в конических передачах. Конические передачи, когда оси наших венцов, наших зубчиков сходятся в одной точке. Ну и колес тоже, естественно. Да? Значит, кроме того, есть скрещивающимися осями зубчатые передачи. Называются они гиперболоидные. Ну, типичным представителем является червячная передача. Ее еще называют направленная червячная передача, потому что она имеет только движение от червяка к червячному колесу. Также бывает классификация зубчатых передач по направлению линии зубьев. Бывают прямозубые. Если мы на наше колесико посмотрим сверху, мы увидим в прямозубых зубчатых передачах, что линия зуба совпадает, ну или параллельно с осью колеса. У косозубых к оси колеса зубчики имеют некий угол бета. Ну и получается, что ширина зуба может либо равняться ширине колеса, либо не равняться. Тогда это
косозубые передачи. В конических передачах мы тоже можем увидеть, если мы посмотрим вот таким видом, мы можем увидеть вот такую вот линию зуба, совпадающую или направленную в ось нашего колеса. Соответственно, это прямозубые передачи. А если линия зуба будет находиться под неким углом и не будет направлена в ось колеса, значит перед нами косозубая коническая передача. Кроме того, классифицируются зубчатые передачи по мощности, по передаче мощности. Бывают силовые, те, которые передают усилие. Бывают кинематические, которые передают движение. Ну, например, где какие используются. Понятное дело, что если мы рассматриваем некие зубчатые передачи, которые используются в трансмиссии автомобиля, то, как правило, это силовая. А если мы рассматриваем зубчатую передачу, которая используется в каком-то точном приборе, то, как правило, там кинематическая зубчатая передача передает движение. Кроме того, классифицируются они по элементу зацепления. У нас есть контакт двух зубчиков. Вот, собственно, место, где наши два зубчатых колеса контактируют. Место, где контактируют два зубчатых колеса, вот эта поверхность, она, во-первых, по-любому должна быть взаимоогибаемая, чтобы эта зубчатая передача работала достаточно эффективно. И различаются они на следующие типы. Бывают эвольвентные, циклоидные и по дуге окружности. Зацепление Новикова. Подраздел 3.2. Кинематика простых зубчатых передач. Рассмотрим простую зубчатую передачу, состоящую из двух зубчатых колес. В точке контакта данная зубчатая передача будет иметь скорость VA. Эту скорость мы можем посчитать через угловые скорости. Да? Омега-1 умножить на R1, где R1 это расстояние от точки O1 до точки А. Ну и, соответственно, если мы возьмем угловую скорость омега-2, для второго колеса эта же самая скорость будет равняться омега-2 умножить на R2. Если мы с вами омега оставим 1 в левой части, R1 перенесем в правую, а R2 перенесем, вернее, омега-2 перенесем в левую часть, мы на самом деле получим с вами передаточные отношения. Мы это уже выяснили. Соответственно, передаточное отношение равняется омега-1 к омега-2. И в то же время передаточное отношение равняется R2 к R1. R2 к R1. Ну и напоминаю, угловая скорость в секундах минус 1 записана в первом выражении. Во втором написана та же самая угловая скорость, только обороты в минуту. А с учетом того, что радиусы колес пропорциональны числу зубьев, вы об этом еще вот как бы не осознаете, но радиус наших колес связан с числом зубьев на данном колесе через так называемое число модуль зацепления. И если мы, соответственно, эту пропорцию запишем, мы получим, что, оказывается, передаточное отношение зависит еще и от чисел зубьев. Z2 деленное на Z1. Знак минус в этой формуле означает только то, что наши колесики вращаются в разные стороны. Ну, все банально просто. Значит, в точке контакта у нас зубчик первого колеса толкает зубчик второго колеса в точке контакта. Вот. И, соответственно, получается, что второе колесо начинает вращаться в другую сторону. Такое зацепление называется внешним зацеплением. Характерным признаком, что это у нас с вами внешнее зацепление, является то, что оси наших колес находятся по разные стороны от точки зацепления. Ну и рассмотрим цилиндрическую зубчатую передачу с внутренним зацеплением.
мы видим с вами два колеса. Первое колесо толкает второе колесо. И в связи с тем, что первое колесо находится как бы внутри винца второго колеса, получается, что первое колесико вот имеет вот такой зубчик и толкает зубчик второго колеса, который находится снаружи первого колесика. Давайте нарисуем боковую проекцию этой схемы. Во-первых, первое колесико тут банально просто все нарисовать по аналогии с предыдущим. Мы уже это рисовали. Значит, я рисую опору, рисую вал, рисую стенку первого колеса. Вот она у меня, стенка первого колеса. Нарисую два отрезка, которые обозначают винцы. Вот первое колесико абсолютно хорошо нарисовано. А вот второе колесико находится в контакте с первым колесиком. Венец второго колеса в этой точке, в точке А, совпадает, естественно, с венцом первого колеса. Но само тело второго колеса, чтобы у нас, так сказать, не получилось внедрение одного колеса в другое, мы должны это тело вынести в стороночку. И мы делаем это вот таким образом. Внешнюю стенку второго колеса мы рисуем не внутри колеса, как для предыдущей схемы, а снаружи. И выносим ее немножко в сторону. Вот такая вот цилиндрическая у нас поверхность. И внизу я рисую то же самое. Во-первых, у меня есть венец второго колеса внизу. Выношу стенку, она будет в той же плоскости, но смотреть наружу от этого венца. Вот. Потом рисую цилиндрическую часть вот сверху и снизу. И вывожу уже стенку нашего второго колеса в другой плоскости. Вот мы получили с вами простую зубчатую цилиндрическую передачу. Да, но еще надо нарисовать, что у нас есть вал. Что вал жестко связан со вторым колесиком. И нарисовать опору. Для данного колеса. Значит, обращаю ваше внимание на то, что надо здесь поставить, естественно, нумерацию. Первое колесо, второе колесо. Ну, можно обозначить оси О1, О2. Вот, крестики нам показывают, что эти валы жестко связаны с колесиками. Все колесики мы будем с вами нумеровать по-прежнему, как звенья мы нумеровали в рычажных механизмах арабскими цифрами. Вот. Ну и надо еще одно замечание дать. Конечно, на доске у меня немножечко не очень правильные круги нарисованы. Считайте, что это абсолютно идеальные цилиндрические колеса. То есть круг абсолютно идеальный с точным центром в точке О1. И здесь то же самое. И здесь нужно обязательно сказать, верхняя часть первого колеса и нижняя часть первого колеса между собой равны. Верхняя часть второго колеса и нижняя часть второго колеса между собой равны. Не смотрите на небрежно выполненный рисуночек. Вот. Ну, как всегда у преподавателя на доске все рисунки идеальные. И здесь мы увидим с вами абсолютно идеальные окружности. А когда вы будете рисовать в курсовом проекте, когда вы будете рисовать на практике и на лабораторке, вы не просто, как у меня, идеальные окружности должны нарисовать, а еще и точные, с соблюдением радиусов, чтобы вверху радиус равнялся радиусу внизу. Не забывайте про это. Значит, ну и что мы видим? У нас получается первое колесико толкает второе колесико. Вот, и толкает его в ту же сторону. То есть мы видим с вами цилиндрическую зубчатую передачу с внутренним зацеплением, для которой по-прежнему
действительно та самая формула, которую мы записали для внешнего зацепления, но со знаком плюс. Знаки здесь обозначают направление движения, да, то есть происходит смена направления движения или нет. Рассматривая цилиндрическую зубчатую передачу с внешним зацеплением, мы видим, что первое колесико вращалось по часовой стрелке, второе колесико вращается против часовой стрелки. Здесь же мы видим, что и первое, и второе колесо вращаются по часовой стрелке в одном направлении. Поэтому тут вот знак плюс. Ну и объединим это все в общую формулу. И увидим, что вот этот плюс-минус всего лишь означает, выбрать надо либо плюс, либо минус, в зависимости от типа зацепления. Внешнее зацепление, оси колес по разные стороны от точки зацепления. Внутреннее зацепление, оси колес находятся с одной стороны от точки зацепления. Вот есть у нас общая формула, да? Но в этой формуле сразу мы можем с вами увидеть две задачи, которые всегда стоят в теории механизмов и машин. Первая задача – это задача анализа. В данном случае анализа, естественно, зубчатой передачи. Анализ ЗП. Вот. А вторая задача – синтеза зубчатой передачи. Ну и где же они тут спрятались? Синтез ЗП. Если мы с вами говорим об анализе зубчатой передачи, естественно, эта зубчатая передача уже существует. А раз она существует, мы для этой зубчатой передачи можем померить радиусы наших колес или число зубьев наших колес, что гораздо легче померить. Берем и прям считаем зубчики на нашем колесе. А следовательно, как нам известны, если нам известны радиусы наших зубчатых колес или там число зубьев наших колес, тогда мы отсюда сможем найти с вами передаточные отношения. И передаточные отношения И1, 2 равняется, чему будет равняться? Ну, в зависимости от типа выбранной передачи с внешним или с внутренним зацеплением, минус или плюс, давайте через числа зубьев, проще всего, Z2 к Z1. Ну и казалось бы, какой же здесь анализ присутствует, да? То есть мы первое, мы узнали передаточное отношение, это первое. А второе, задаваясь омега-1, мы можем найти омега-2. Чему она будет равняться? Омега-1 деленное на передаточное отношение И1, 2. Ну и аналогичным образом, задаваясь омега-2, мы можем найти омега-1. Оно будет равняться омега-1 будет равняться чему? Передаточное отношение И1, 2 умножить на омега-2. Вот задача анализа. Ну и нужно прекрасно понимать, что то, что находится между двумя порами, зубчатая передача, как правило, скрыта неким корпусом, и на выходе, вернее, снаружи торчат только валы, да? Вот на вал первый откуда-то с внешнего источника мы передаем движение, и на вале втором мы это движение получаем. Или наоборот. Соответственно, вот эти вот угловые скорости нам важны для получения угловых скоростей валов, принадлежащих первому или второму звену. Синтез задача синтеза зубчатой передачи заключается в том, что нам изначально неизвестны радиусы колес, но зато нам известно, что, например,
омега-1 и омега-2, нам известно. И зная эти омега-1, мы с вами можем найти передаточные отношения, которые нам потребуются. Опять-таки, в зависимости от того, какую мы зубчатую передачу возьмем, с внешним или внутренним зацеплением. Мы, естественно, это напишем как омега-1 к омега-2. Все согласно этой формуле. И зная вот это соотношение, ну, предположим, и оно равное 2, да, предположим, равное 2. Мы с вами можем найти R1, R2. Как мы можем найти? Ну, например, 20 деленное на 10, 20 деленное на 10 равняется 2, равняется. Значит, получается, что мы Z2 взяли равное 20, а Z1 мы взяли равное 10. Вот таким нехитрым подбором мы можем получить геометрию зубчатой передачи. А значит, мы ее, получается, синтезировали, исходя из начальных данных, которые нам задавали. Да? Вот только что я вам показывал, что я принял при синтезе зубчатой передачи передаточное число равное 2. Значит, соответственно, и1, 2 я вдруг при синтезе выбрал равное 2. А если внимательно вспомнить предыдущие, так сказать, рассуждения, мы видели с вами, что радиус наших колес зависит от числа зубьев наших колес через какое-то число, которое называется модуль зацепления. Оно постоянное для первого и для второго колеса. Вот. И я, в общем-то, достаточно легко и просто вам написал следующий подбор чисел зубьев. Там Z2 к Z1, соответственно, равняется вот тут вот 20, вот тут вот, предположим, 10. Ну, знак я здесь не смотрю. Схема может быть внутренним, внешним зацеплением, неважно. Важно, что мы получили некое передаточное число, равное 2. А теперь, например, с модулем зацепления равным 4. Давайте, кстати, это число имеет единицу измерения в миллиметрах. Модуль зацепления. Посмотрим, какие же радиусы наших колес в результате этого получится. Ну, вот она формула, тут все понятно. 20 умножить на 4, 10 умножить на 4, радиусы наших получится. R2 получится равные 80 миллиметров. 80 миллиметров, да? R1 тогда у нас получится равный 40 миллиметрам, да? Мы взяли очень небольшое передаточное отношение. Как правило, в приличных механизмах, в машинах передаточное число бывает больше 2. Это бывает, например, передаточное число равное 10. Вот. А тогда у нас с вами, ну, предположим, числа зубьев мы по-прежнему считаем таким же очень простым методом. 100 деленное на 10. Да? Что такое 100? R2 уже будет равняться в данном случае уже 400 миллиметров. А здесь вот при передаточном отношении равное 10 у нас уже получится R1 равное 400, R2 равное 400, R1 равное 40 миллиметров. И тогда диаметры уже будут 800 миллиметров. Диаметр первый, а диаметр второй, это уже будет 80 миллиметров, да? Правильно посчитал? Правильно посчитал. Ну и представьте себе такое колесико, например, в вашей коробке передач. 800 миллиметров я тут даже и показывать особо не буду.
Это на самом деле вот как раз габарит моей доски. По высоте 600, вот так 900, да? Ну, чуть поменьше, на 10 сантиметров. Видели ли вы когда-нибудь подобного рода колеса в вашей коробке передач? Конечно, нет. А передаточные отношения там тоже достаточно высокие. Следовательно, нужен какой-то выход из положения. Ну и какой самый простой выход из положения? Самый простой выход из положения – собрать наши простые зубчатые передачи в несколько так называемых ступеней. Ну, давайте посмотрим, как это все делается. Вот я нарисовал уже два колесика. Теперь к этим двум колесикам я добавлю еще несколько колес. И вот сюда, на ось второго колеса, присоединю колесико дополнительное. Вот так я его присоединю. А к этому колесику присоединю еще одно колесо в контакт. Вот так. И на той же оси, что и первое колесо. Вот. Я уже изобразил простую зубчатую передачу, состоящую из двух ступеней. Где же мы видим эти самые ступени? Давайте запишем определение. Ступень – это передача движения. Ступень. Это передача движения с одной неподвижной оси на другую. Ну и где же мы тут видим с вами неподвижные оси? Валы у нас вращаются, но ось этого вала неподвижна в пространстве. То же самое для второго звена. То же самое для следующего колесика. Ну и вот наши неподвижные оси. Смотрите, первая неподвижная ось, вторая неподвижная ось. Вот то, что находится между двумя неподвижными осями, вот это вот зубчатая передача, и называется ступенью. В данном случае мы видим с вами первую ступень нашей зубчатой передачи. А вторая ступень это зубчатая передача между второй неподвижной осью и третьей неподвижной осью. Вот она у нас, вторая ступень нашей зубчатой передачи. Ну и давайте пронумеруем подрисованные два колесика. Вот это колесико мы назовем с вами 2 штрих. Почему? Сейчас объясню. А следующее колесико назовем третье колесико. Ну и почему же здесь 2 и 2 штриха? Надо вспомнить определение звена. Звено – это твердое тело или система твердых тел, жестко связанных между собой. В данном случае мы видим с вами второе колесико, жестко связанное с валом. И следующее колесико тоже жестко связано с этим валом. То есть в совокупности колесо и вал представляют себе одно звено. Поэтому они имеют один номер. И чтобы их различать, мы им даем 2 и 2 штрих обозначения. 2 и 2 штрих обозначения. Ну и собственно, что надо сделать дальше? У нас для всех этих колес известны числа зубьев.
Мы же как бы вот собираемся с вами анализировать такой вот состоящий из двух ступеней зубчатую передачу. И соответственно, мы для каждой ступени по вот этой формуле можем совершенно спокойно найти передаточное отношение. То есть у нас известно Z1, Z2, Z2' и Z3. Ну и получается, для первой ступени у нас передаточное отношение будет чему равняться? Z2 к Z1. Z2 к Z1. С каким знаком? Со знаком минус. Передаточное отношение для второй ступени нам тоже будет известно. Чему оно будет равняться? Z3 к Z2 штрих. Тоже со знаком минус. Попробуем доказать. Следующее, что передаточное отношение полученной зубчатой передачи равняется омега-1 к омега-3. Ну, для того, чтобы нам доказать, надо посмотреть на то, что у нас есть две точки контакта вот наших зубчатых колес. Первую точку контакта назовем по-прежнему А вторую точку контакта назовем по-прежнему Б. Значит, скорость в этих точках равняется следующим значениям. Скорость точки А равняется омега-1 на R1, равняется омега-2 на R2. Скорость точки Б равняется омега-2 умножить на R2 штрих. У нас тут второе колесико 2 штрих. Равняется омега-3 умножить на R3. Все пока нормально и понятно. Получим соотношение омега-1 к омега-2. Оно будет равняться R2 к R1. R2 к R1. Получим соотношение омега-2 к омега-3. Оно будет равняться R3 к R2,1. R2 штрих. R2 штрих. Вот два соотношения. Из второго соотношения найдем омега-2. Омега-2 будет равняться R3, деленное на R2 штрих, умножить на омега-3. Теперь полученную формулу подставим вместо омега-2 в первой формуле. Что в результате получим? Омега-1, деленное на омега-3, умножить на R3 к R2 штрих, равняется R2 к R1. R2 к R1. Перенесем R3, R2 штрих в правую часть. Переносим. Что в результате получим? Омега-1 к омега-3 равняется R2 к R1 умножить на R3 к R2,1 штрих. Как известно, радиусы и числа зубьев у нас между собой связаны. Следовательно, заменим на числа зубьев. Мы получим Z2 к Z1. Z2 к Z1 умножить на Z3 к Z2 штрих. Ну, с учетом знака поставим знаки минус, 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 минус. Это две ступени, каждая из которых имеет внешнее зацепление. Мы увидим, что они абсолютно совпадают с передаточным отношением каждой из наших ступеней. Это не что иное, как передаточное отношение 1
первой ступени умножить на передаточное отношение второй ступени. Второй ступени. То есть мы с вами получили, что полное передаточное отношение, равное омега-1, деленное на омега-3, равняется произведению передаточных отношений наших ступеней. И это общее правило. Это общее правило. Омега-1 угловая скорость на входе в нашу зубчатую передачу общую. А омега-3 это угловая скорость на выходе из нашей зубчатой передачи. Вот такая вот зубчатая передача, вне зависимости, из одной ступени она состоит или из нескольких, называется редуктор. То есть по-другому редуктор это зубчатая передача. Одна или более ступеней. Общее название зубчатых передач. Поэтому здесь мы это написали и редуктора равняется произведению передаточных отношений наших ступеней, да? Вот напишем так, ступеней, где ступень от нуля до какого-то числа n. До какого-то числа n. Еще раз обращу внимание, ступень – это передача движения с одной неподвижной оси на другую. Ступень у нас есть первая, есть вторая ступень. Вот такое вот нехитрое правило мы в результате получили. То есть достаточно нам посчитать для каждой ступени по вот этой формуле передаточные отношения, потом их перемножить, и мы получим полное передаточное отношение нашего редуктора. Чему же равняется число ступеней? Как еще по-другому можно его определить? Это число ступеней. А число ступеней равняется n ступеней. Число ступеней равняется числу опор минус 1. n опор минус 1. n опор минус 1. Ну и тогда общий алгоритм расчета передаточного отношения редуктора будет выглядеть следующим образом. Первое. Определить число и тип ступеней. Ну, с числом ступеней мы разобрались вот по этой формуле. Все очень просто. Посчитали число опор, минус 1, получили число ступеней. Вот тут не зря написано тип ступеней. Бывают у нас ступени простые. Для них мы используем вот эту формулу, а бывают ступени сателлитные. Их тоже можно включать в состав редуктора. Пока мы о них еще ничего не знаем, на следующей лекции узнаем. Ну и второй пункт – определить передаточное число каждой ступени. После этого, перемножая передаточные отношения всех ступеней, перемножая, получим полное передаточное отношение редуктора. На этом все.